Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paykmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику «Вновь ветви истории персонажей». Сегодня я расскажу про Говард Дэвис. Говард Дэвис, персонаж игры Mafia Lost Heaven, ее переиздание Mafia Divinity Edition, управляющий или менеджер отеля Корлеоне. Менеджер был одним из соучастников семьи Сальери и заведовал публичным домом, в который Сальери вложил много денег. Его убивает Томас Анджело по приказу Эннио, после того, как стало известно, что он переметнулся на сторону Дона Морелло. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачу грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Говард Дэвис, менеджер отеля Корлеоне, одного из старейших предприятий в Лост-Хевен. Однако за его фасадом хорошо одетого и профессионального бизнесмена скрывается хладнокровный сутенер, который использует отель как прикрытие для самого прибыльного борделя в города, поддерживая усиленную охрану, следя за тем, чтобы определенные комнаты всегда были заняты его девушками, и ведя отдельный журнал регистрации клиентов и их платежей. В течение многих лет, как Корлеоне, несмотря на то, что они располагаются в районе Даунтауна, который составляет часть территории семьи Морелло, вели дело только с конкурирующей семьей Сальери. Затем в 1932 году Дэвис официально разорвал свои связи с семьей Сальери, установив новые отношения с Доном Морелло. Дон Сальери не воспринял это предательство легкомысленно. Дэвис не только выставил семью Сальери слабой, но и лишил ее основного источника дохода, который отчаянно нуждался в борющейся семьей. Более того, контроль над отелем давал Морелло рычаги влияния на влиятельных покровителей, которые полагались на его услуги, а также информации, которую он мог использовать против семьи. Как бы в подтверждение этого, Фрэнк Коллетти вскоре обнаружил, что Мишель, проститутка из Корлеоне, нарушила несколько деловых сделок, поделавшись с сплетнями, которые она узнала по режиме Сэма Трампани. Сальери решил, что нужно что-то предпринять. Дэвис должен был заплатить за свои действия, а Морелло нельзя было позволить контролировать Корлеоне. Солдату Томми Анджело было поручено посетить отель, выдавая себя за гостя, убивая Дэвиса, украсть все компрометирующие документы и деньги из его офиса, подложить бомбу, чтобы Корлеоне пришлось закрыть, и разобраться с Мишель. Томми сделал, как ему было приказано, и нашел Дэвиса в холле отеля. Когда тот произносил речь с тостом за Дона Морелло на частной встрече девушек, сотрудников службы безопасности в отеле и различных гостей, Томми подошел, как бы представившись, сообщил Дэвису, что Дон Сальери передает привет, и выстрелил ему в лицо из спрятанного пистолета. В оригинале, если игрок обращается к управляющему в ресторане, то последние слова Тома перед смертью управляющего звучит так: «Вот что бывает с теми, кто продался Морелло». Однако, если его не убить сразу же после сказанной фразы, менеджер поднимет панику. Что вы имеете в виду? Что вы здесь делаете? Помогите, здесь сумасшедший. Держите его как кто-нибудь, выкиньте его вон, пристрелите его. После этого он попытается сбежать, а охрана борделя начнет стрельбу по Томми. В ремейке же, если взаимодействовать с менеджером, то Томас пожмет ему руку и спросит: вы должны быть менеджер? После чего со словами «Мистер Сальери, передает привет», приставит пистолет к его лбу и выстрелит. Менеджер не оказывает никакого сопротивления и может погибнуть даже от случайной пули своих охранников. Смерть хозяина отеля может быть стандартной, а может быть аристичной, где менеджер, держась за рану и шатаясь на ногах, произнесет следующее: кто послал тебя, за что? После чего умрет.
Причина ухода Дэвиса никогда прямо не указывалась в игре. Наиболее похожая причина заключается в том, что Морелло предложил ему более выгодную сделку, такую как более дешевая защита или большее сокращение прибыли. Другой возможностью могло быть то, что Дэвис мог свободно использовать Корлеона, чтобы подсаживать своих девушек на наркотики или разрешать торговлю наркотиками, по поводу чего Морелло открыто не испытывал никаких угрызений совести. Документы в офисе Дэвиса содержат список влиятельных людей, которые часто посещают Корлеона. Одно из имен — главный детектив из потерянного рая полиции. Департамента на запретбюро, который включает в себя потерянного рая пограничного патруля, что Морелло позже использует для засады семи Сальери в путешествии в страну. Дэвис, похоже, частично вдохновлен персонажем Мо Грина из «Крестного отца», поскольку он богатый партнер влиятельной криминальной семьи, который управляет прибыльным преступным предприятием, в котором семья вложила значительные средства. Дэвис также решает предать семью в пользу своих соперников, а затем погибает, получив пулю в лицо от стрелка-одиночки. И на этом история про Говарда Дэвис подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действия, который видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.